Давайте создадим первый микросервис. Так, новый проект. Назовем его Payment Microservice. Так, выбираем Maven. Вот здесь я назову Kafka Demo. Package name должен быть назван одинаково в двух микросервисах. Позже я объясню, почему. Так, String Web. Так, сначала зайдем в POM файл. А что нам здесь еще нужно, помимо Spring Boot Starter? Я скопирую сразу из своей шпаргалки. Нам нужен Lombok и Kafka. Spring Kafka. Вот до сюда. Spring Kafka обязательно для работы с Kafka. Ну и Lombok обычно. Дальше мы идем в Application Properties. И здесь прописываем, значит, вот что. Сервер-порт, сервер.порт 8080. Дальше пишем, поскольку этот микросервис у нас будет продюсером, пишем Spring Kafka Producer, Spring Kafka Producer .bootstrap сервер равно. И здесь нам нужно указать серверы Kafka. Ну, не обязательно все. Можем указать один, можем указать два, можем указать три. Потому что они все друг друга видят. В любом случае. Мы укажем два. Localhost 9092, 9094. Дальше мы укажем сериалайзер для ключа. Я уже говорила, что месседжи Kafka содержат ключ и значение. И для них нужно указывать класс, который будет сериализовать. Потому что Kafka хранит сообщение в виде байт-кода. Поэтому нужен сериалайзер для продюсера, а для консюмера нужен будет десериалайзер. Их можно причем указывать отдельно. Сериалайзер одного вида для ключа и сериалайзер другого вида для значений. Там кто-то руку поднял? Да, я пока не ушли, вот по поводу указания localhost, там, адресов остальных серверов. Если, допустим, если у нас они локально развернуты, да, они все видят. А если они будут развернуты в разных местах развернуты, они все равно каким-то образом будут друг друга видеть? Или... Думаю, что да, потому что у них же в property указаны данные друг друга. Мы же там указывали, был там такой параметр, где мы через запятую все их перечисляли в каждом файлике. В первом, втором и в третьем. Для этого, я так понимаю, нужно их одновременно запустить, чтобы они друг друга увидели, да? Как-то особенно... Да, но если там уже там плюс-минус не обязательно вот прямо одновременно, они там просто, если они сразу друг друга не видят, то там идут попытки соединения. Не знаю. Это будет, я думаю, отдельная тема какого-то нашего видео, где мы как-нибудь попытаемся настроить это все-таки на удаленном сервере, все это запустить, да, и посмотрим, как оно будет там. Да. Пусть наши зрители пишут в комментариях, если они хотят это увидеть. Собираем 1000 лайков. Да, давайте так, 100 лайков и снимаем, как все это на отдельных серверах запустить. Итак, указываем сериалайзер для ключа. Spring Kafka Producer и сериалайзер. Здесь мы пишем org.apache.kafka common serialization string serializer. Дальше мы указываем сериалайзер для значения. Value serializer. Так, org.apache common serialization JSON. Здесь мы выберем JSON. Так, где он? Org Spring Framework. Так, вот не здесь. Spring Framework, Kafka, Support, Serializer, JSON, Serializer. Так, дальше мы укажем еще Spring Kafka Producer Asks. Вот он. Этот параметр обозначает, от скольких брокеров мы должны ждать ответ при отправке сообщений. Мы можем здесь написать all, от всех, от одного, или указать конкретное количество, от 2, там, 3, 4. Так, дальше переходим. Сейчас мы создадим конфиг. Создадим конфиг, package config. И внутри Kafka config Java класс config. Здесь напишем, что это configuration. Эта аннотация указывает, что класс является конфигурационным и используется для определения блинов в Spring контексте. Так, здесь мы добавим поле environment. Оно нам нужно для того, чтобы мы могли вытягивать
разные переменные из нашего файлика application property. И мы здесь напишем auto-variant. Дальше мы напишем метод, который нам возвращает map со значениями string object, producer config и hash-map. Дальше мы берем в этот map config, просто добавляем переменные из нашего файла application properties. В принципе, этого можно было и не делать, не создавать вот это вот файл конфигурации. Но он создается при помощи Java. Он дает возможность еще добавлять разные кондишны. Не просто брать переменные, а еще там разные кондишны при таком-то условии одно, там при таком-то условии другое. Так, сначала мы сюда положим config put producer config bootstrap servers config и берем из переменных окружения environment.getProperties и берем, копируем дальше config put producer config keyserializer class config environment.getProperties дальше producer config value serializer class config environment getProperty и добавим еще одно свойство и берем config. Этот метод нам создает и возвращает мапу с конфигурацией Kafka продюсера. Дальше мы создадим bin, который будет управляемый Spring контейнером. Он будет создавать и настраивать Producer Factory. Producer Factory нам отвечает за создание Kafka продюсеров. Итак, bin Producer Factory. И здесь мы указываем, в каком формате мы будем отправлять ключ и значение. String, ключ путем string. Значение у нас будет, поскольку это у нас payment микросервис, это будет payment created event, который мы создадим сейчас, чуть позже. Такой класс payment created event. Payment created event. Default Kafka producer. Default Kafka producer factory. Который принимает producer config. Так, что-то тут не то. Все так. Ну, так вроде нормально. Вроде не ругается. Так, дальше нам нужно создать bin Kafka template. Этот bin Kafka template как раз нужен для отправки сообщений. Он использует producer factory. Так, Kafka template. String payment create event. Kafka template. Return. New. Kafka template. Да. Event. Producer factory. И еще один bin мы создадим, который нам создает топик. New topic. Create topic. Return. Topic builder. .name. Здесь мы должны задать имя топика. Payment created event topic. В названии топика обычно пишется еще в конце слова топик. Дальше мы указываем количество партиций, которые мы хотим, чтобы было в нашем топике. Partition, скажем, 3. Replicas тоже 3, потому что у нас 3 брокера. Реплики — это количество копий. Количество копий это не значит, что количество реплик равняется количеству брокеров. Брокеров у нас может быть 10, реплики всего лишь 3. Это потому что топиков тоже может быть много. И именно вот этот топик должен повторяться 3 раза на 3 брокерах. Мы создадим еще другой топик. Он будет тоже, например, 3 реплики иметь, но уже там на других брокерах. Понятно, короче, да? Так, дальше мы добавим еще такой configs map.of min insync replicas 2. Этот параметр нам указывает, от какого минимального количества реплик мы должны получить ответ при отправке сообщения. Ответ, я имею в виду, ответ продюсер получает обратно от Kafka. Ответ о том, успешно или неуспешно отправлено сообщение. И пишем build. Так, вот и все. Дальше мы создадим сначала DTO-шку, которую мы будем получать, потом обрабатывать, получать event и отправлять. Итак, DTO. Создадим пакет DTO. В DTO мы создадим такой класс Payment DTO. Ставим аннотацию дата. Так, здесь у нас будет 4 поля. Private Big Decimal Sum.
string created at. Если у вас возник вопрос, почему string, потому что local date time имеет проблемы с десериализацией. Private, дальше private string order ID и private string user ID. Это такой минимальный набор полей для какого-то платежа. Это сумма, когда она была создан платеж, что за заказ был и чей платеж. Теперь мы создадим payment created event. Он будет содержать все те же поля, только плюс еще одно поле. Так, мы создадим папку event, а в ней Java класс payment created event. Здесь мы добавим data, и еще all arguments и no arguments. Сюда скопируем все поля из DTO-шки. И здесь будет еще private string payment ID. Окей. Так, теперь посмотрим, подтянулся ли там у нас класс. Так, проимпортируем. Окей, хорошо. Теперь создаем контроллер. Папка controller, класс, payment controller. Какие нам здесь нужны аннотации? REST controller, так, requires args constructor, request mapping, payment. Так, пишем метод public response entity. Я пишу response entity, потому что он может возвращать разные объекты, не только string. Ну, пока напишу string, там исправлю. String create request body payment DTO. Окей. Это у нас будет просто mapping. Пишем, здесь string. Мы будем возвращать payment ID просто. Payment ID равно payment service, которого у нас еще нету. Payment service .create. Сейчас мы все это создадим. Передавать туда будем payment DTO. Возвращать response entity. Статус HTTP статус created и body payment ID. Итак, нам нужен payment service. Здесь private payment service auto-wired. Так, окей. Теперь мы создаем payment service. Создаем package service. Создаем сначала интерфейс payment service. Здесь мы добавляем метод string create, который будет принимать payment DTO. Пока все. Так, что у нас тут за проблема? Так, создаем теперь имплементацию этого интерфейса. Сначала папку impl, а внутри Java класс, который мы назовем payment service impl implements payment service. Окей. И сейчас нам нужно заимплементить этот метод create. Нам нужна здесь аннотация сервис. Итак, приступим. У нас здесь нету базы, в которой мы будем сохранять нашу DTO-шку. Мы представим, что она у нас есть просто, потому что у нас сейчас нет такой цели показать, как мы взаимодействуем с базой данных. Я ее просто случайно сгенерирую, и как будто бы мы ее сохранили и вернули payment ID. Пишем так, string payment ID равно unit.random unit. Дальше payment create event. Собственно, создаем event, который нам нужен для передачи его в Kafka. Равно new payment created event. И здесь, поскольку у нас там есть конструктор со всеми аргументами, мы их сразу сюда и положим. Payment ID, дальше payment DTO, get sum, payment DTO.get created, payment DTO.get order ID, payment DTO.get user ID. Закрыли скобку, точка запятой. Так,
Дальше мы создаем такой объект completable future. Completable send result. Так, send result это, собственно, метод отправки сообщения. Значит, ключ string value payment created event future. Сюда равно Kafka template. Нам здесь нужно заавтоварить переменную Kafka template. Равно Kafka template .send. Так, и вот мы здесь видим, что метод send перегружен. Здесь можно указывать разное количество аргументов. Мы здесь укажем 3, который состоит из топика, ключа и значения. Итак, мы отправляем в топик, который создался ранее, payment created event topic. Дальше мы указываем ключ. Ключ, как я говорила, можно указывать, можно не указывать. Если мы не укажем ключ, то наш месседж попадет в произвольную партицию. Если мы его укажем, то тоже в первый раз он попадет в произвольную партицию, но при последующем отправлении сообщений с тем же ключом он попадет в ту же партицию, что и предыдущее сообщение, в одну и ту же. В качестве ключа я укажу payment ID и payment created event. Дальше. Вот этот вот класс completable future используется Java для асинхронных вычислений. Когда мы используем этот класс, это значит, что наша Java работает в асинхронном режиме. Именно вот в этом месте в отправке сообщения в топик. Дальше. When complete. When complete – это метод completable future, который регистрирует действие, которое будет выполнено после завершения асинхронной операции. Он принимает 2 параметра. Result и exception. То есть, если выполнится хорошо, то вернет result. Если нет, то вернет exception. Result. Так, почему exception? Если все прошло хорошо, то есть exception не равен нулю, не равен null, то мы просто выведем на печать. Подождите. Если он не равен нулю, значит exception как раз есть exception. Значит, у нас не все хорошо. Failed сообщение с текстом этого исключения. А иначе мы вводим сообщение message sent successfully plus result get record metadata. И отсюда можно взять, значит, топик, то, что вернулся, взять offset, timestamp. Мы просто возьмем, напишем toString. Так, потом в конце еще выведем на экран ID-шник. Это для того, чтобы посмотреть, в каком порядке мы будем получать в консоли эти сообщения. Payment ID плюс Payment ID. И вернем Payment ID. Так, значит, сейчас я вам показала метод в сервисе, который отправляет сообщения в Kafka в асинхронном режиме. Что значит в асинхронном режиме? Это значит, что наш продюсер отправляет сообщение и не ждет ответа от Kafka, а сразу же отправляет следующее. Ответ от Kafka он уже обрабатывает потом. За асинхронный режим отвечает вот именно этот класс completable future и when complete. Когда у нас есть вот эти вот 2 слова, это значит, Kafka работает в асинхронном режиме. Когда нам нужен асинхронный режим, тогда, когда нам не важно, не слишком вот эти вот отправленные сообщения имеют не слишком большое значение. Например, когда отправляются какие-то, например, GPS-координаты, там постоянно шлются, то нам не слишком важно, что все должны до одного, все дойти до адресата. Сейчас попробую отправить. Сейчас у нас пока общение в этот продюсер, получить ответ. Вот у нас уже есть такой заготовленный JSON. Send. Вот. Теперь все получилось. Угу. Вот, что и требовалось доказать. Смотрите, сначала мы получили Payment ID. Где наш сервис? Сначала мы получили вот это, то, что писалось в конце Payment ID. И только потом мы получили ответ от Kafka. Что message sent successfully. И вот его result get record metadata. Ну, правда, в таком странном виде, но все-таки получили. Это значит, что Kafka у нас работает в асинхронном режиме. Теперь я могу показать, как изменить этот метод, чтобы он работал в синхронном режиме.
Это значит, что Kafka отправляет сообщение, ждет ответ, и только затем может отправить следующее сообщение. Плюс этого метода по сравнению с асинхронным в том, что мы имеем гарантии того, что наше сообщение отправится. Но минус, конечно же, скорость. Синхронный режим у нас он более медленный, но более надежный. Итак, чтобы исправить это на синхронный режим, нам нужно убрать completable future. Просто оставляем send result. Здесь мы сделаем result. Kafka template, send, все то же самое, но в конце мы еще добавляем get. Вот этот вот get, вот этот вот ключевой момент. Get нам говорит о том, что мы получаем ответ и никуда дальше не движемся, пока не получим ответ. Здесь подчеркнуто красным, потому что он выбрасывает exception, этот метод get. Мы его добавим в сигнатуру метода exception. Yes. То есть мы добавили сюда и в интерфейс. Дальше. When complete теперь нам не нужен. Теперь мы пишем просто... Так, я, все это уберу. Вот так. Значит, мы ждем результата, и сейчас мы выведем на экран этот результат. В предыдущий раз мы просто брали get metadata, а сейчас мы возьмем разные данные из этой метадаты, будем вытягивать. Например, мы возьмем topic плюс result.getRecord metadata getTopic или topic. Потом попросим его напечатать партицию, в которой записывается partition, offset и timestamp. И в конце оставим опять. Попросим распечатать его payment ID. Посмотрим, как сейчас у нас в каком порядке распечатается. Ну, мы догадались, что сначала распечатается все это, и только потом payment ID. Так, но нам нужно... У нас же здесь появились исключения, и, соответственно, нам нужно их обработать в контроллере. Try with surround with catch. Payment ID. Можем оставить просто вот так. Payment ID равно service create. Payment DTO. Exception. Так, у нас тут два разных exception, я сделаю один. Просто exception. Если у нас выбросится exception, то мы вернем response entity .status http status internal server error .body new error message. Сейчас мы его создадим error. Так, я его создам в контроллере. Здесь будет два поля. Data и string message. Итак, здесь мы пишем new date и get message. Так, у нас подчеркивает, потому что мы возвращаем string. Здесь string, а здесь не string. Поэтому здесь пишем objects. Вот теперь все в порядке. В случае выброса exception мы вернем error message. В случае, если все хорошо, то мы вернем string. Поэтому здесь ставится object. Так, вроде все. Запускаем микросервис. Если у нас все пройдет хорошо, то в консоли у нас выведется сначала 4 сообщения вот этих и 5 сообщение с payment ID. Так, сервера запущены, микросервис запущен. Отправляем DTO-шку. Так, вот. Все хорошо. Топик у нас вывелся. Во вторую партицию записалось событие. Offset 0. Это значит, что с самого начала у нас timestamp и payment ID в самом конце. Хорошо, отлично. Давайте попробуем еще раз. Просто чтобы посмотреть хотя бы, в какие партиции записываются будут следующее сообщение. Тоже partition 0. Первый раз partition 2 было. Теперь partition 0. Вот, пишется опять в нулевую партицию. Здесь уже offset 1. Помните, что такое offset? Offset это просто сдвиг. Потому что там уже в partition 0 одно сообщение было, а это уже второе. Поэтому offset 1. Потом следующее записалось в partition 1. Offset 0. И в partition 2 offset 1. Как бы понятно, да? Вот. Еще я сегодня открыла для себя Kafka плагин. Случайно его установила. Ну, не случайно. Установила его в идею Kafka плагин. Это очень даже любопытно. Вот смотрите, здесь как раз видно, сколько у нас в каждой партиции записано сообщений.
Вот, message count. Ну, откуда стартует, с какого офсета и где сейчас офсет находится. Это у нас лидер, то лидер в данной партиции. Например, в нулевой партиции лидер третий брокер у нас. Остальные у нас первый и второй являются фолловерами. Для первой партиции у нас лидер первый брокер. Вот он. А для второй партиции второй брокер лидером является. А остальные просто его дублируют. Вот. Здесь еще у нас можно запустить продюсера и отправлять прямо отсюда сообщение. Сейчас попробуем. Так, топик. Правильно. Key у нас тип string, value тип JSON. Сюда вставляем этот JSON и отправляем produce. Так, вот здесь у нас открывается consumer. Start consuming. Так, start consuming. Давайте сейчас попробую отправить send. И вот здесь видно, что консюмер получил timestamp. Вот тут timestamp хорошо отображается. Key, value. Ну тут просто timestamp, который сама Kafka создает, а здесь внутри timestamp. И этот будет не очень красивый. Ну, вот в этом объекте. Так, ну, в общем, это, конечно, не обязательно использовать, но просто такая довольно любопытная штука. Например, когда вы пишете микросервис продюсер, и у вас еще нет консюмера, но вам еще там много всего писать, вот таким легким способом можно проверить, проходит сообщение или не проходит. Вот консюмер прочитал. Теперь давайте перейдем к созданию консюмера. Это у нас будет микросервис Notification. Создадим новый проект. Назовем его я что там хотела показать. Ладно. Микросервис. И здесь package name я изменю на Kafka Demo, для того, чтобы они были одинаковые у двух микросервисов. Я потом объясню, для чего это надо. Maven, Java, Maven. Так. Next. Тут мы можем выбрать Lombok, Spring Web, Spring for Apache Kafka. Create New Window. Итак, первое, что мы здесь будем делать, проверим POM-файлик. У нас здесь все dependency на месте. Spring Boot Starter, Spring Kafka, Lombok, Spring Boot Starter Test и Spring Kafka Test. Пока достаточно. Теперь перейдем в Application Properties и настроим, напишем здесь свойства для Kafka консюмера. Так, первое, что напишем, сервер порт равно 80 мы не можем взять, потому что он уже занят продюсером. 81. Дальше. Spring Kafka Consumer Bootstrap Servers. Spring Kafka. И указываем здесь наши брокеры. Можно указать один или несколько, или всех. Я укажу 2. Дальше мы будем указывать здесь сериалайзер для ключа. В продюсере мы указывали сериалайзер, в консюмере мы указываем десериалайзер. Странно, что он не подсказывает. Да, плохо, что он не подсказывает. Тут можно ошибиться, конечно. Дальше мы указываем десериалайзер для значения, для value. Следующее, что мы укажем, это consumer group. Это обязательно нужно указывать. Если у нас, неважно, сколько у нас консюмеров, один или несколько, нужно указывать consumer group, в которой они все состоят. Spring, Kafka Consumer, Group ID, Payment Create. И еще укажем доверенные пакеты. Spring, Kafka Consumer Properties, JSON, Trusted, Packages. Равно. Я пока что укажу все. Потом это исправлю. Надеюсь, что я не забуду. Так, на этом пока все. Дальше создадим директорию config. Ой, не здесь. Так, здесь мы создадим класс config. Так, я здесь, наверное, неправильно написала. Spring Kafka Consumer Boot Set Wrap Servers. Правильно. Boot Wrap Servers. Ну ладно. Создадим здесь теперь
конфиг. Вот, теперь появился Java класс. Так, это у нас будет configuration. Здесь нам нужен environment. Заинжектим его сразу. Auto-variable, поле environment. Для того, чтобы мы могли обращаться к переменным среды. Теперь мы напишем метод, который создает и настраивает Consumer Factory. Consumer Factory используется для создания Kafka консюмеров. Это будет bin. Bin Factory String Object Consumer Factory. Так, сначала мы создадим мапу, которая содержит все необходимые свойства. String Object config равно new hashmap. И сюда нам нужно положить свойства, которые мы прописывали в application properties. Config pod consumer config точка bootstrap servers config. Берем из environment точка get property и в кавычках указываем вот это. Ctrl-V. Дальше config pod ключ. Deserializer для ключа. Consumer config и deserializer класс config. Дальше мы сюда положим еще deserializer для value. Get property. Дальше trusted packages. Вот. Так, здесь пишется по-другому. JSON deserializer. JSON deserializer. Точка trusted packages. Environment. Get property. Так, consumer group. Так, и consumer group. Config. Вот. Consumer config. Config. Точка. Группа ID config. Да. Environment. Точка. Get property. Так, возвращаем. New. Вот такой вот объект. Default Kafka Consumer Factory, который принимает конфиг. Вот на основании этого конфига он создает консюмеры. Дальше. Нам нужен еще один bin, который будет создавать concurrent Kafka Listener Container Factory, который используется для управления контейнерами слушателей Kafka. То есть нам нужно создать не просто слушателя, положить его еще в контейнер. Он нужен, вот этот контейнер, для, он, короче, управляет работой listener. Concurrent Kafka Listener Container Factory. String Object Kafka Listener Container Factory. Так, в качестве параметра он берет Consumer Factory. Consumer Factory. Давайте мы перенесем. String Object Consumer Factory. Так, создаем объект. Вот этот вот с таким длинным названием. String Object равно New Concurrent Kafka Listener Container Factory. Точка запятой Factory. И сюда сетим Container Factory. Container a Consumer Factory. Set. Get a set. Set Consumer Factory. Вот он. Consumer Factory. И возвращаем его. Так, на этом у нас конфиг закончен. Теперь мы создадим Event Handler, который будет как раз слушать Kafka брокеров. Так, New Package Handler. Здесь создадим класс. Добавим аннотацию компонент. И пишем метод public void and all. Он у нас будет слушать вот такие события. Payment created event. Он у нас пока его не находит, потому что его здесь нет. Понятное дело. Нужно нам создать такой класс. Сейчас мы это сделаем. И просто выведем его в консоль. Сообщение event. Событие получено. Received. И выведем его payment created event. To string. Так, это у нас будет. Нужно добавить аннотацию Kafka Listener. И в скобочках мы пишем, какой топик он будет слушать. Название топика. Так, topics равно payment created event topic. Так, я его отсюда скопирую. Payment created event topic. Ctrl-C, Ctrl-V. Теперь нам нужно
создать здесь вот такой класс в этом микросервисе, потому что он не поймет, у нас его здесь нет, и он его не распознает. Мы его просто скопируем из микросервиса payment микросервис. Всю папку. Копия. Значит, для чего? Вот для чего нам нужен был пакет с тем же самым именем Kafka Demo. Здесь Kafka Demo и там Kafka Demo. Потому что если бы, видите, Payment Created Event находится в этой папке. Если бы в этом проекте он лежал в другой папке, то он бы не смог здесь десериализоваться. В таком случае он был бы как будто бы не тот же самый объект, а другой. Импортируем класс. Так, почему toString не хочет видеть? Ты же должен быть toString, правильно? Payment created event. Вот так, toString. Вот, в принципе, и все. Можем пробовать получить сообщение. Но есть еще один нюанс, который нужно предусмотреть. Если по какой-то причине мы не сможем получить этот объект, это событие, то этот микросервис будет бесконечно пытаться его получить, и таким образом этот микросервис упадет. Он не будет дальше работать, не будет его пропускать, ничего не будет. Даже если мы его перезапустим, он все равно будет пытаться прочитать непрочитанные сообщения из брокера. Поэтому мы должны предусмотреть exception, deserialization exception. Он у нас будет здесь вот указан в Kafka config. Вместо вот этого value deserializer class config мы напишем вот что. Сейчас, секундочку. Error handling deserializer class. Потом еще config вот deserializer class JSON deserializer. Окей, теперь будем тестить. Запускаем. Хорошо, тут у нас запущено, и отправляем. И смотрим, что у нас там в консоли. Вот, получено. Event received. И вот у нас наш payment created event со всеми данными. Вот, в принципе, все, что я хотела показать. Как передавать сообщения между микросервисами с помощью Kafka. Можете писать вопросы или предложения, что вы еще хотели увидеть по данной теме. Например, как можно запустить Kafka в докере или в облаке. Пишите. Все что угодно, что касается особенностей Java.